Люба. Я принял решение. Максу не понравится. Но другого выхода нет. Надо вмешаться. Иначе наш старший внук сломает себе жизнь окончательно. Приехал? Я жду. Добрый день. Вызывали меня? Привет, Дима. Присаживайся. Дмитрий, ты лучший юрист и надежный человек. Ты давно знаешь нашу семью, и я тебе доверяю. И главное, ты пока единственный, кто смог найти общий язык с моим внуком Максом. Да, мы общаемся. Ну вот. Поэтому я и хочу, чтобы ты передал ему, что я решил. Я составил дополнение к завещанию. А юридически все корректно? Можно спросить, та девушка, она необычная? Да. Она что, из влиятельной семьи? Я навел о ней справки. Отец неизвестен. Мать работала бухгалтером, умерла при родах. Воспитывала ее бабушка, школьная учительница. Ну, и что в ней особенного? Наверное, она красавица? Она добрая. То есть как? В прямом смысле. Она любит и понимает людей. Этому и должен Макс научиться. Понимать и любить окружающих. Иначе его жизнь пойдет насмарку, и он никогда не будет счастлив. Я всегда видел в нем своего преемника. Но ведь я не могу передать компанию такому грубому, злому, вечно рассерженному и эгоистичному человеку. Мне так не удалось достучаться до его лучших качеств. Надеюсь, этой девушке удастся. Там все это написано. Что это? Это личное распоряжение президента промышленного холдинга «Болодис». Моего дедушки? Да, Юриса Семеновича. Согласно распоряжению, ты, Макс, обязан наладить близкие отношения с Донец Мартой Андреевной 1997 года рождения. В каком смысле близкие отношения? В буквальном смысле. Речь идет о крепкой дружбе, которая в идеале перерастает в любовь. Ты спятил? Это не я, это твой дед приказал. Я не хочу. Твое желание никого не интересует. А если дама не захочет? Мы даже не знакомы. Послушай, ты должен с ней познакомиться. И постараться, чтобы она захотела общаться с тобой. Общение должно быть регулярным и фиксироваться. Фото или видео. Юрий Семенович отдельно подчеркнул, чтобы ты не думал решать вопрос за деньги. Ведь он уверен, что такие, как Марта, не продаются. Это какой-то бред. Что за чушь? Вы должны регулярно общаться минимум до конца этого года. Если в результате вы поженитесь,
Тебе отпишут контрольный пакет акций. Ты станешь руководителем всего семейного бизнеса. Если свадьба не состоится, все будет как прежде. Ты будешь претендентом на наследство, как и Роберт, и продолжишь работать на старой должности. А если откажусь? Если откажешься, или Марта не захочет с тобой общаться, ты потеряешь все. Тебя выгонят. Уволят и вообще запретят приближаться к агрохолдингу. Дед совсем с ума сошел? Он так на меня давит? Я на это не пойду. Я никогда Макс. на это не пойду. Это не поможет. Твой дед через минуту распечатает и подпишет новую копию. Что там творится? Похоже, шеф его сейчас убьет. Нет, это Дмитрий Говоров, главный юрист нашей компании. Шеф не будет его убивать, юрист нам нужен. Деспот. Дима, чего сидишь? Идем? Нет, я не пойду. Это ваши семейные дела. Я подожду здесь. Дед, привет, я иду к тебе. Нам надо серьезно поговорить. Спасибо. Я хотел бы поговорить с внуком наедине. Дед, ты тиран. Не вмешивайся в мою жизнь. Ты 3 года назад уже пытался меня женить. К счастью, свадьба не состоялась. Уточню. Ты сам тогда хотел жениться на Анне, а я лишь одобрил твой выбор. Но затем ты отменил свадьбу без объяснений. И, кстати, это лишь подтверждает твой скверный характер. У меня нормальный характер. Ты грубиян, самодур и жестокий эгоист. Но никогда не поздно меняться. Мне не надо меняться, у меня все отлично. Но окружающим тебя людям плохо. Из-за тебя. Если им так плохо, пускай уходят. Но ты останешься один в безлюдной пустыне. Короче, дед, я не буду этого делать. Я свободный человек в свободной стране. Зато я здесь самый главный. А если не послушаешься, я тебя выгоню и из завещания вычеркну. И кто здесь? Самодур? Послушай, Макс, я не собираюсь дискутировать. У тебя 2 дня на то, чтобы познакомиться с Мартой. И чтобы начать с ней отношения. И не думай, что проведешь меня. Я все вижу. И у меня стальные нервы. И у меня. Тиран. Деспот. Самодур! Он дал мне 2 дня, чтобы я начал отношения с этой Мартой, или как там ее. Я ничего не начну! Успокойся. Надо посмотреть на ситуацию без эмоций. Твой дед точно не передумает. Откажешься, потеряешь все. Он хочет, чтобы ты познакомился с Мартой и пробыл с ней до конца года. Ну, выдержишь пару месяцев? Поехали. Посмотришь, может, она симпатичная? Ты прав. Немедленно едем к ней. Выясним, что это за аферистка. Да кто она такая? Откуда она взялась вообще? Ну, как ей удалось заморочить голову моему деду? Поехали.
Кто из вас Марта Донец? Отлично. Нам с вами надо поговорить. Предупреждаю, я с юристом. Света, пожалуйста, присмотрите. Прошу в кабинет. Прошу, наденьте бахилы. Террорист! Кто так ездит? Разве что мой зять скотина. Отличная машина. Вот и нет. Она оставила страшные следы на клумбе и помяла розы. Какие розы? Я сажала хризантемы. Хризантемы вы сажали осенью, а сейчас лето. Серьезно? Да. А год какой? 2022. И давно? Как вам не стыдно? Повторяю, я не знаю никакого Юриса. Юриса Семеновича. Юриса. Как вы сказали его фамилии? Болодис. Да не морочите мне голову. Если вы не знакомы, какого черта он хочет нас поженить? Сейчас я вам вызову санитаров из психбольницы. Подождите. Да вас лечить надо. Минутку. Макс, успокойся. Марта, я вам сейчас все объясню. Его дедушка, Юрис Болодис, издал распоряжение, согласно которому Макс должен с вами наладить близкие отношения. Иначе дедушка грозит выгнать Макса с работы и лишить наследства. В идеальном варианте Юрис Семенович хочет, чтобы вы с его внуком поженились. В таком случае он обещает передать Максу управление семейным бизнесом. Это если кратко. Я понимаю. Вызывать надо не санитаров, а полицию. Вон, отсюда! Я не шучу. Борис, встань правее, чтобы цветы попали в кадр. Я тебя сфотографирую среди цветов. Не спеши. Среди цветов ты еще успеешь меня сфотографировать. Эй, отойдите от моей машины! Прочь, быстро! Кыш, кыш! Как вы можете так с людьми разговаривать? Да, это невежливо. Кто так ездит, террорист? Тебе закрылки стоит проверить. Приземление было не самое удачное. Я номера машины записала. Мы в суд подадим и добьемся, чтобы тебя посадили в тюрьму. Я там сажала хризантемы. Тихо, граждане, не стоит волноваться. И не надо подавать в суд. Здесь ущерб небольшой, мы все возместим, прошу. Да, берите. Водяные знаки и защитная лента есть. Рисунок нанесен трафаретным методом. Краска оптически переменная. Алла 40 лет проработала в монетном дворе. Деньги печатала. Не пойму, а чья здесь подпись? Кто сейчас глава Нацбанка? Поехали быстрее из этого дурдома. Давай, я за рулем. Вот. Марта, а кто это был? Психи.
Дедушка, я сделал, что ты хотел. Я был у Марты. Молодец. Мы познакомились, поговорили. Молодец. Дедушка, я ей не понравился. Абсолютно. Ты никому не нравишься. Ты не понял. Она больше не хочет меня видеть. Твой план провалился. Нет. Ты пока его просто не выполнил, а план отличный. Дед, ты слышишь? Марта не хочет со мной встречаться. Я ей противен. Она чуть не вызвала полицию. Это твои проблемы. Думай. У тебя еще 1,5 дня. А тебе меня не жаль? Нет. Но ты не волнуйся. У меня 2 внука. Если у тебя с Мартой не получится, я отдам компанию Роберту. Удачи тебе. Дедушка, что? Я... Алло! Что там? Нам нужно вернуться. Инга, вы не могли бы сделать мне такую прическу романтическую, знаете? В городе началась серия дерзких квартирных ограблений. От рук неизвестного грабителя уже пострадали десяток квартир. Следствие продолжается. Полиция просит граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах. Что ж это за бандит? Никак его не поймают. Кто так ловит? Вот раньше бандитов ловили пачками, а теперь что? Профессионалов прогнали, никого не осталось в милиции. Так теперь уже полиция. Точно. А когда милиция была, порядка было больше. О, тот террорист снова приехал. Опять вы? Заметьте, на этот раз мы припарковались очень аккуратно. Не хватало, чтобы вы окончательно нам цветы угробили. Мы приехали не с пустыми руками. Это вам. Это не просто фрукты, а знак внимания, уважения и заботы о вас. Мы с вами уже говорили. Спасибо за фрукты, а теперь вам лучше уехать. Добрый день. Вы новые волонтеры? Скорее, меценаты. О. Добро пожаловать. Марта, что же ты гостей на улице держишь? Прошу, заходите. Эмилия, ну вы были в горсовете? Да, как раз оттуда. Ну, что там? Пока так же, но все будет хорошо. Проходите, гости дорогие. Бахилы. Я восхищен вниманием к чистоте. Обожаю бахилы. Давайте я отнесу апельсины, куда скажете, а потом вы проведете лично для меня экскурсию. Мне очень интересно, как устроен ваш прекрасный пансионат. Кстати, меня зовут Дмитрий Говоров, юрист. Эмилия Макаровна. Директор, я с радостью вам все здесь покажу. Прошу сюда, пожалуйста. Марта, позаботься о втором госте. Макс. Макс. Очень приятно. Пойдемте. Антисептик тоже. Ну ладно. Заходите. Давайте на чистоту. Для меня искренность самое главное. Отлично. Так случилось, что мой дедушка принял необычное решение. Почему-то он решил, что я обязан с вами общаться, дружить, встречаться. Что-то он странный. Правда? Есть такое.
Но у вас здесь тоже много странных дедушек и бабушек. Есть такое. Ближе к делу. Какая у вас зарплата? Это вас не касается. Я все понимаю, я вам не нравлюсь. Признаюсь, и вы мне. Однако я предлагаю... И что это? На ваш выбор доллары, евро. За что? За то, что мы иногда вместе будем ходить в кино и рестораны. И делать там для моего дедушки селфи. Договорились? А ну-ка, убирайтесь отсюда. Эй! Какая вы грубиянка и жестокая эгоистка. Эй, мы не закончили! Что вы делаете? Мы размечаем границы участка. Отойдите, не мешайте. Вы не имеете на это права. Имею. Объект выставлен на аукцион. Уже начались торги, и мы ждем лучшего предложения. Убирайтесь отсюда немедленно! Вон! Вон! Уносите это отсюда! Здесь живут люди! Это будет им мешать! Вы бы лучше пошли и помогли этим людям собрать пожитки. Скоро все они отсюда ту-ту. Вон! Хулиганка. В следующий раз мы приедем с полицией. Вы еще здесь? Убирайтесь! Прочь! Я не продаюсь! Ты что, довел ее до слез? Поехали, Дима. Я знаю, что делать. Неужели так будет с каждым из нас? Что вы здесь делаете? Сейчас объясню. Присядьте. Вчера я стал свидетелем неприятной сцены. Вы сильно расстроились. Наверное, этот дом вам очень важен. Знаете, для меня важен не сам этот дом, а люди, которые в нем живут. Но их хотят выселить. Да. Это несправедливо, но я ничего не могу сделать. Можете. Марта, а на что вы готовы пойти, чтобы сохранить пансионат для людей, которые тут живут? На многое. На все. Отлично. Читайте. Ну же, читайте. И что это? Это документ, устанавливающий право собственности на это здание и прилегающую территорию. Я купил его на аукционе, предложил лучшую цену. Поэтому теперь я решаю, что будет с вашим пансионатом. Ваши старички, как и раньше, могут спокойно здесь жить, сажать цветы или что вы делаете. А за это вы должны лишь иногда ходить со мной в кафе, в кино. И делать с вами селфи, чтобы ваш дедушка это видел, да? Именно.